Сказал Катюне, выходи, будем ужин готовить. Что-то меня терзают мутные сомнения. Духовная жизнь вилковчан. Что мы будем готовить? Старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы. Трудом многих поколений поднимались из болота, преобразовывая город Вилково. Аристократ. Угу. Сотворить такую благодарную землю и построить на ней город в гармонии с соединением с природой могли только люди, знающие, не знающие, а живущие согласно Божьим заповедям. Осваивая новое место, старообрядцы наряду с постройкой личного жилья сообща строили из камыша молельни, освящали их и проводили там богослужения. В Вилково до сих пор один городской район называется Малены. Да. Ты сказал, ужин будем готовить. Да будем готовить, не переживай, дай почитать, елки-палки. Посмотри, я с единением каким. Ты что? Ты книгу видела? Видела. Чтоб ты понимала, одна в мире, и то у меня. Не, это я чего, короче, комментарии читаю. Угу. И думаю, да я без комментариев знаю, что же меня на рыбу все тянет. Даже записки, это то, с чего начинался канал. 8 блюд из селедки. Жареная. Это видео такое есть. Оставь в покое, там кому надо на видео найдут. И лишний раз, даже не лишний раз, а вот я убеждаюсь в том, что я настоящий липован. Я тебе сейчас покажу, ты обалдеешь. Ну, Боженька же не просто так сделал. Ты посмотри на этот чайник. Ты понимаешь, елки-палки, так этому чайнику уже, мама дорогая, сколько веков. Слушай, ведь один в один. Ты шо? Да, наш. И один был на барахолке, и то к нам заехал. Смотри, короче, это вот книга, моя любимая, «Рыбная кухня Липован. История, традиции, современность». Полкнижки. Это то, что откуда взялись липоване, как все получилось, туда-сюда, и третье-десятое. Как зарождались традиции, вилковский чай травяной есть, в самоваре, кстати. Вот у нас будет вот такой вот. Он будет такой желтый? Артур нам сделает такой, Катя будет блестеть, что яйца у шарана, елки-палки. Бляха-муха, да. Ага. Что тут еще? Где-то у меня тут закладка была. Смотри, я же говорил тогда, что карась царек. Угу. Ну таки да. Карась в сметане по-липовански есть, что угодно, селедочка, везде новачок, вино. Эх ты, друзьяки. Ты шо? Может, что-то я... Шо? Поздороваешься? Да поздороваюсь с удовольствием, ты посмотри. Ай, мама дорогая, что за книга? Тут читать, не перечитать. Читаю я, конечно, плохо, но рыбу люблю готовить. Таки хорошо. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. И снова на канале таки рыба. Да потому что, ну куда без нее? Ну все в Одессе любят, и липоване любят. А так как я одесский липован, гремучая рыбная смесь получилась. Так что ловите новый шедевр. Что-нибудь за рыбу таки исполним. А книга «Золотая Катюня», я здесь нашел, короче, толстолоба маринованного. Это что меня вообще навело на мысль? Люди приходят в ресторан и говорят: Серега, познакомлюсь с липованскими традициями. Ребята, вот вам телефон, Артем, садитесь, ехайте, здесь недалеко. 200 километров отъехал, на 150 лет обратно вернулся. Я тебе говорю, машина времени, кайфанете. Вас там с традициями познакомят. Ну, а в нашем ресторане будем потихонечку, даже не потихонечку. У нас там уже, мама дорогая, сколько этих блюд липованских есть. Мы даже сделаем в меню отдельную страничку. Вот чисто липованская кухня. Я тут такой маринад нашел за толстолоба, как говорят липоване, строганина, понимаешь? Это маринованный толстолоб. Катенька, я говорю, у него аж по губам течет. Вареная картошка. Да ты шо? Капуста квашеная. Ладно. Не об том. За это тоже сделаем видео. Я тебя сегодня, Любовь, хочу удивить. Сегодня же вроде тебя не и бабы 14 Катю. февраля. Ты успокойся, мне что? Повод надо, елки-палки. Алло, привоз? Соединитесь с баб Катей. Шо? Спит? Ага. Так ночь на дворе. Посмотри. Совы вон. Горят. Извините, так и передайте, да, все. Да, все, извините. Вот чисто потихонечку. Катенька, знаешь, что я сегодня сделаю? Не знаю. Налью тебе 50 грамм, чтобы ты успокоилась. Да давай. У меня, кстати, для тебя сюрприз есть. Стой, не дергайся, никуда не уходи. Мне идти за тобой? Слышишь? Я тебе... Коника купил. Подругу. Купила мама коника, а коник без ноги. Я подругу тебе Мне принес. идти за тобой? Беня,
Мой ты хороший, стой, никуда не выходи. Мой сладенький котик, любимый. Бенечка. Беня, Беня, мальчик. Беня. Вот сейчас я и сделаю. У нас гости будут, Сережа? Ух, я и сейчас устрою. Слышишь, ты что такая неспокойная? Ты можешь набраться терпения Я говорю, у нас гости и будут? просто постоять там, где я тебя оставил? Что ты за мной бегаешь? Ну как же я могу тебя удивлять, вот скажи мне? Я Беню Если ты сторожила. постоянно рядом, то оставь ты своего Беню в покое, куда он денется. Я тебе хочу устроить званый ужин. Говорю, у нас гости будут? Даю тебе. Да какие гости? Гости завтра. Я хочу, чтобы ты выбрала, какого диаметра сегодня твоего рта настроение. Катенька, там ребята такое передали, что ты кайфанешь. Я даже не знаю, что ты будешь пить. Ребзя, дуже дякую, вы большие молодцы. И вообще, всем тем людям, которые нас смотрят, которые отдыхают под наши видео, ребята, я вас очень люблю. Вы самые замечательные люди. Спасибо огромное, что вы у нас есть. Вот такие подписчики. Еще и такое. Катенька, давай просто выбери напиток, какой ты сегодня хочешь пить. Ручная конечно, работа. вот этот я Ром, буду пить. виски. Ну да. А ты Марату звонила, он не против? А что это Марату я должна позвонить? Уважаемый все-таки. Не, ну, позвонить я, конечно, могу. Маратик, если что, не переживай, тебе останется. Аж самому захотелось. Шедевр? Ну, вкусно пахнет. А у нас вообще, что не подарки, то шедевры. Из чего твой род сегодня Слушай, я хочет вот из этой радоваться? никогда не пила. Ну давай сегодня и начнем. Она такая грубая с одной стороны, а с другой стороны... Ох, с рекой тягучая, да? Ну хорошая. Это же А ты можешь напиток. мне вот ту помидорку открыть? Какую? Вот эту? Нет. Чего? А потому что Чего? ты свои уже съела. Нет. Джессика тебе Не Джессика, Тамаровна, а Тамара. Тамаровна Джессиковна, Тамара она сказала, тебе еще вышли. не мне. Точнее, не мне, уже Маратику. Не Ладно, успокой- Маратику. Всем. Но чтоб хватило Маратику и Хорошо, Свете. ты посмотри, значит, с той банки ты ела сама, а со следующей банки, получается, для всех? Да. Так вот давайте поступим по-братски. Вот это вот для всех, А то для меня. а для тебя нет. То тоже будет, короче, как этот. Ладно, давай банкет этот собираю. А вот там Я еще- тебе хочу закуску сделать. Угря врезать будешь? Давай, может, голова пройдет. А что с головой? Да второй день болит голова. Видишь, таблетки не помогают, так хоть вот хряпну сейчас. Ребят, так надо было раньше присылать, елки-палки. Что она у меня 2 дня мучается и выше уже. А ну покажи руки. Нормально все? Может у тебя похмелье какое-то? Не, у меня нет. Да ладно, шучу я. Сейчас я закусочку сделаю. Кайфанешь. Тихо, 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 тихо. А там того, гляди, и ужин поспеет, да? Катенька, так как мы делаем наши видео, дай бог, чтобы ты позавтракала этой рыбой. Чего это? Ну, я сейчас как растяну, как песню закачу туда-сюда, как начну жарить. Хотя жариться она будет быстро. Хорошо, что ты на гармонии не умеешь играть. Ребята, да никогда не поздно учиться. Я что хотел сказать, хорошая цена в метро со скидкой была. Угорек. А ну-ка. Он замороженный в хлам. Но этот нож не знает, что такое замороженная рыба. Бог миловал. На мохнатку не упала. Я тебе уже карпаччо стругаю, ты видишь? Хватит тебе? Под эту бутылочку. Все, закуска есть, а я сейчас быстренько займусь рыбой. И приготовлю тебе очередной кулинарный шедевр. У меня такая идея в голове есть, ты сейчас обалдеешь. Эх ты, так что? Из этого пить не будешь? Слушай, может тебе во все налить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тихо. Так я до конца видео тогда и не буду отвлекаться тебе наливать. 6. Я не Просто уверена. будешь пить потихонечку. Как Марат говорил, где он там в шашки играл? Так он все время выигрывал. Да. А форель это посмотри. Шедевр, Кать. Да. Тоже в метро куплено. Что не рыба, то праздник. Я сейчас знаешь, что сделаю? Что? Хребет из нее достану.
А голову? Оставлю. Мне главное целостность ее не нарушить. Хотя с таким ножом, Ванечка, дуже дякую. Ты что, такой шедевр именно филейник подогнал? Это просто праздник какой-то. С таким ножом. Катя, что за мясо красивое. Вообще странно, что она такая красная, да? Ну так форель. Они же все эти лососевые, форелевые вот такие интересные. Это же ну заглядение таким ножом работать. С такой рыбой. Ага. Так. Но она очень красивая, правда? Бесподобная. Я бы назвал ее бесподобной. Я вот думала, как ты достанешь? Хребет? Угу. Там он сам отсюда выпрыгнет. Нет, меня вот это вот, именно вот этот момент, чик-чик, интересовал. Учись, студент, или как там говорят. Так и говорят. Все. Песня? Смотри. Я сейчас зафарширую аккуратненько, обратно заверну, она будет целая, запекаться в фольге. Все произойдет быстро, молниеносно. Ну, тебе понравится? Прекрасно. Так, бабах-трах-бах, жабры. Ты что, уже выпила? А что, я ждать кого-то должна? А меня? А ты что пить собрался? Да у меня есть там какой-то там. Ладно, давай, так и живем. Петрович, родненький, твое здоровье. Не, налей мне еще одну рюмочку. Не, раз ты уже начала сама, давай, вот это по традиции тули. А я тебе песню спою. Как-то по привозу с оператором гулял, а вижу на прилавке, форелька там лежал. Форельку я шикарную до дому принесу, ее и там порежу, ее и порублю. Эх ты, Катюня, я-то думал, Что, Сереженька? что ты меня подождешь, а ты начал. Кстати, помидоры открыть Артема. Ладно, те уже там Марата со Светой надо ждать. А они завтра будут? Да. Да. Да ты что, Марат, знаешь, что сейчас дома делает? Что? Хлеб печет? Репетирует. А ты откуда знаешь? Мясной хлеб. Так просто ляпнула. Мясной хлеб? Да. Ну ты ляпаешь, что, блин, Ванга так не ляпала. Как ты ляпаешь? Да, хлеб мясной. Вообще не представляю, как это хлеб мясной. Завтра узнаешь. Рулет, что ли, получается? Нет. Из хлеба. Катя, Или из мяса? не выпытывай тайну. Должна же быть какая-то интрига. Хотя наши подписчики нас смотрят и думают, Серега, нафиг нам твоя интрига. Делай то, что ты делаешь. Дари людям хорошее настроение. Ребята, а из последнего видео из Карася я таки понял, что на самом деле вы такие большие молодцы. Всех люблю. Просто именно завалили комментариями. Я еще больше теперь буду рыбу готовить. Просто праздник какой-то. Люблю просто всех. Молодцы. Большие. Я и так снимал бы для вас видео и днем, и ночью. Но есть дела, что ты поделаешь. Огород он там. Сегодня были в агромаркете. Кстати, Оксаночка, вы большой молодец. Спасибо огромное. Луцк. Такая прелесть, смотри. Принцессе нашей игрушку. Катя, крокусы заехали. Это знаешь, какие заморские? Я знаю, у ты нас такие, теперь... с такими штучками красивыми верхушечками. Катюня, у нас теперь самая дорогая специя в мире – шафран. 50 тысяч долларов килограмм стоит, да. Своя будет. Вот как клубника покупать не будем, так и шафран будем с крокусов собирать аккуратненько. Но там надо ручки нежные, женские. Хорошо. Так что Я... тебе все-таки придется поработать. Хорошо. А это я сам посажу. Пахнут? Боже мой, как они пахнут, ты не понимаешь. Это просто, я даже не знаю, одеколон какой-то ароматный. Но они мельче наших, видишь? Красивые. Это лесные дикие какие-то. Да. Что еще? На барахолке были. Ты видела, что сегодня этот? Молоток у хозяина появился. Ты что, все время будешь спать? Скажи, дайте отдохнуть вообще мне. Ладно, отдыхай, ну его в баню. С моей лисейки джинсу какую оторвали. Слышь, что это, плед, одеяло?
А? Ну, такой коврик. Мне кажется, что ему понравится. Дольче Габбана, слышишь? Да тут одни шедевры, елки-палки. Это люди сами своими руками делают Ну, смотри, какой красивый. вот такое. Подростковый такой А коврик, это все да? карманный муляж или нормальные? Все от джинсов. А, нет, именно джинсов. Везде залазить можно. А мы не проверяли. Ёханый бабай. Ты шо, пятихатка, обалдеть. А почем мы их взяли? 250. А ты дал 300. Ладно. Шикарно сходили. Хорошая вещь. Ты понял? Вот это да. Люк, маленький, укрывайся. Ты что? Мой ты хороший, да. Спи, котеночек, а я что-то такие приготовлю. Так, гриль надо уже включать. Помидоры открывать. Да. Загорелся. Пусть прогревается. Все, сейчас пойдет все быстренько. Опача. Это с виноградом. Так я вижу, что это... Артем принес. Ага. Острый сказал. Ну как острый? Хорошо пикантные. Так, Катюня, что мне надо здесь? Скажи мне, а ты хочешь, чтобы рыбка была такая имена? Вот как ты сделаешь, я все из твоих ручек люблю. Губки шмаляла. Шмаляла так шмаляла. Ты Я будешь что со мной делаю? кушать? Надрезики? Филеечку немножечко, да, так вот. Да, чтобы она максимально быстро промариновалась. Хотя, что за А форель ты будешь говорить, если она... вытаскивать это? Кого? Косточки. Нет. Не Они так приготовятся, что они будут выпрыгивать сами. в этом фильме. Я поняла. Не переживай, да. А я не переживаю. Так, солька есть. Тряпочка моя сюда. Нашел залежи. Стеклянные. Это нам привез... Я знаю, что Серега, да, родненький, что-то спасибо он давно огромное. не это самое. Да, где ты пропал? Я вот думаю, может просверлить сверло, может, стекло, может просверлить. А чем стекло сверлить? Есть стеклорез. Значит, есть Нет, и я сверло. могу укоротить ее, мне надо дырки сделать вот так вот. Наверное, есть сверло И вот по как вот стеклу. здесь вот. Сверло по стеклу? Сколько живу, такого не слышал. Надо с экспертами посоветоваться. Соль. Сегодня девочки пришли в ресторан. Говорят, Серега, а что ж ты маленький похудел? А я теперь понимаю, что я похудел. А я пока приготовлю, я 2 раза в обморок от голода падаю, ребята. Долго это все происходит. Катюша, не переживай. Еще раз говорю, какую специю ты хочешь сегодня? Вот давай только одну. Вот это тебе понравилось? Хорошо, Скумбрия? давай. Old Bay. А ну дай понюхаю. Ты хочешь через телескоп? На, нюхай. Как тебе, нормально? Катя, она рождена для кулинарных шедевров для курицы и крабов. Мы вроде рыбу готовим. Галкины, вы готовите с этой специей? Расскажите нам. Да, Володя так жарит, елки-палки, что из его продуктов рыба выпрыгивает. Кстати, спасибо за подсказку про зоологию. Я учту. Что он сказал? Это не он, это подписчики написали. Не анатомия. А я тебе говорил, что у нас умные люди. Да, Смотрят. мне приятно. Мгм. Замечание принимается. Не просто так. Так, есть, давай, сладость. Ну, а мне кажется, этот наршап нужен сверху уже. Катя, я сверху ее трогать не буду, будет все внутри. Я же ее сейчас закрою. Иди сюда, не будь дикой, просто снимай, елки-палки. То мне уже кажется, что мне пора уже на покой. На покой? Ну да, что ты уже готова в нашем доме готовить. Ты помнишь, что мы сосны с тобой должны посадить? Вот покой у тебя будет, Слышишь, когда вот ты сосна съехала, вырастет. конечно, шикарно. Как есть. Смотри, как красиво. Сейчас вот представь себе, люди сидят в Киеве где-то, кто-то из них стоит. Камин у них горит. Гитара. Да, и на гитаре шмаляет. Рыбка И там оно за им столом. надо вот это вот сейчас прососно слушать. Да, ребята, приятного аппетита. Да, ты шо, все. Целиком. Беня там выхаживает, смотри, Вот говорит. так вот. Лимончик у меня есть, а? Я бы такой, что и яблоко бы засунул. Ну, Хотя яблоко не надо. Да? Я вообще не любитель лимона в рыбе. Почему?
Ну, я как-то считаю, что он, Лишний? ну, не дополняет. А по классике говорят, что дополняет. Ну, где я, эти классики. Ну, так я вот сегодня, кстати, для классиков А там стараюсь. тебе сегодня написали, кстати, комментарий, Какой? что, вероятнее всего, за твоими плечами пару университетов. И вот этот вот босяцкий твой вот образ, он просто образ. Потому что слишком уж у тебя велик словарный запас. Это про меня? И про тебя, про тебя. Это И эрудиция. По-любому одноклассник будет. Брат, ты что, красава, я морожусь, чтобы ты понимала, вот ты век на лодке не кататься. Я тебе говорю, елки-палки, ты что? Ну не пали меня дальше, ну буду держать марку, потому что, ну образ у меня такой. Вот это ты подметил, так подметил. Что мне надо? Да почти ничего. Рыба жирная, сладкая, я ее посолил. Ладно, давай немножечко масличком испорчу. Такое, чисто послюнявить. Хватит, не надо. Она сама Катя, по себе это лишнее жирная. уйдет, ну ты же знаешь, что Я я не знаю. люблю эту фразу. Лишнего уйдет. Не давайте лишнего. Это... Да не возьмет она на себя лишнего. Как мне надоело с тобой спорить. Когда ж ты уже будешь молча есть, я буду радоваться. Ё-моё, Митр, спасибо тебе огромное, что хоть ты молчишь. Вот на самом деле. А у тебя что, 2 уже? Такое чудо. Митра? Да. Катя, 4, просто я тебе не все показывал. Так, где у меня тут? Сейчас его как законнекчу. И будет тебе счастье. Оператор? Слышишь? С моей, как там, ёшкин кот, эрудицией нужно Не знаешь, будет... куда всунуть? Да всунуть эрудиция здесь не надо, короче. Интуиция здесь нужна, елки-палки. Мне надо будет твой... Как он? Куда нажимать? Или просто подсказывай. Рыба, салмон, соломон. Я даже не успела прочитать, Сережа. Есть фильтр, есть отхер. Отхер целая? Отхер. Отхер. Азер. Азер. Все, старт-клок 65. Окей? Да. Все, без тебя справлюсь. Я даже не сомневалась. Так, это положил. Митр здесь. Давай что-нибудь. Ты смотри, спит под одеялом. Боже мой, Ты форель. будешь перематывать ее? Сколько она... Что? Перематывать чем-то будешь? Я фольгу сейчас загоню. И то она будет запекаться. Весь цимис, весь сок, вся радость, вся прелесть, вся соль этой рыбы останется внутри. Красивая рыбка. Не такая, как ты, ну. Идет, Такие, да? такие кушать можно, да. Так, Катюшка, я твой коньячный завод пока сюда немножечко перемещу. Можешь даже наполнить мне мою чашу. Тем же продуктом? Конечно, тем же. Неужели я думаю, что я пробовать буду? Это я Марату оставлю. Ну, бахни джина, запей ты Не, ромом, не, елки-палки, и не, в конце полирни с домашней горилочкой. Ну что ты, как их... Чпунь. Спасибо. А, я понял. Я понял. Что? Ты выбрала под цвет закуски. Возможно. Ты у меня со вкусом, мадам. А я вообще вот там ром, джин, это не мое. Ты, наверное, любовь моя, хороший не пробовала. Пробовала. У кого? Что у кого? Хотел спросить, где? Слушай, ну не порти наше замечательное видео, елки-палки. Вечер, атмосфера, все хорошо. Ну как заржет, так аж страшно становится. Ох, Сережка, просто тебе повезло со мной, понимаешь? Понимаю. Конечно, понимаю. А ты уверен, что эта рыбина влезет в этот вот твой R2? Не, я думал, ты сейчас скажешь, а ты уверен, что тебе повезло? Нет, я знаю, что ты знаешь. Что, у меня уже Митр зовет, елки-палки. Фольга на тебе закончилась. А мы новую купили сегодня. Да ладно, я знаю. А что он там пикает? Катюня, а у него связь пропала. А, там же черная штучка должна сверху быть. Елки ты палки. Ну да. Ребята, извините. Полностью его прятать нельзя. Вот этот набалдажник, который отвечает за температуру извне, должен быть снаружи. Ладно, заворачиваем. И всовываем. Да?
Все, много фольги не надо. Толстое место. Слышишь? Ты вообще решил проткнуть ее? Кого? Рыбину. Не проходит? Не проходит, потому что у нее шелуха бронебойная. О. Все, теперь прошло. Вот так вот. Короче, много фольги не надо, хватит и вот столько. Ну что ты, чудо? Готово творить шедевры очередные? Слышишь? Не влазит. Ёлки ты палки, Катька. Тюня. Катька Тюня. А у меня что не приготовление? Это как с тем тандыром и курицей. Да. То целый, как это, кубик Рубик, елки ты палки. Хвост загнем, а дальше температура сделает свое дело. О, слышь, да он его уже жарит. Спокойно, на минималочках. Катюша, чтобы мы с тобой не напились, пока рыба приготовится. Чё ты вдруг мы должны напиться? Ну ладно, чтоб ты не напилась. Тогда я здесь ни при чем. Не один в пистолете патрончик, не один есть на свете блондин. Но поверьте мне, Мишка и Пончик, в своем роде, конечно, один. В жизни знал я немало красавец. Я не жалую, жизнь хороша, если только какой-то мерзавец мне не поверит, придавим и ша. Я знаю, чего нет у Володи Галкина. Володя, приготовься, короче, Катя. Я думаю, что рыба да рыба, елки-палки. Коня. Ну, и коня приготовим, чтобы ты была здорова. Смотри, что у меня есть. Ха-ха-ха. Тяжелая такая, что мама дорогая, ты посмотри. А? Американская настоящая. Угу. Сковородка-гриль. Тяжелая, жарит так, что просто пипец. Ты посмотри на эти ребра. А что ты с ней готовить собрался? Так курочку хочу тебе приготовить вкусную. Ну, рыба да рыба уже самому надоела. Да шучу, и не надоело. А? Будем на киевском, цыпу возьмем. Угу. Раз, сверху что-нибудь поставил и гайки. Вкусно будет? Договор. Думаю, что очень вкусно. По-липовански. По-американски, походу. А ты что ты думаешь, что в Америке липован нет? Ребята липоване американские, отзовитесь. Как там говорится? Да отзовитесь. Ты ж понимаешь, что я говорю? Мы можем вообще формат нашего ресторана менять не будем. Я тебе сейчас покажу. Это уважаемые люди, Вилково, все знатные, которые эту книгу написали. Смотри, начиная вот отсюда, только ухи смотри сколько, а борщ на старчак, ребята, найдите на канале, так и Ой, так и ты называется. готовил. Борщ на старчак. Это из осетрины, из головы, огромная голова осетра. Обжаривается, дальше говорить не буду, посмотрите. Ну, это было вкусно. Тут, да, диетические супы судака, затирка по-вилковски, ты понимаешь? Смотри, голубцы рыбные в капустном листе. Сережа, рыбные ты в духовке. хочешь свои способности чтения продемонстрировать? Нет, я хочу сказать, что я хочу на весь мир заявить, елки-палки, не побоюсь этого слова, что рыбная кухня Липован лучшая кухня в мире. Я И убедительно сказал? Ага. Убедительно? Очень, Сережа. Смотри мне. А те, кто не верит, ребята, я в шоке, елки-палки. Ой, смотри, карась-царек. С картошкой по-липовански, по-липовански. Смотри, есть по-еврейски. Марат, фаршированная щука по-еврейски, есть фаршированная щука по-липовански. Короче, Маратик, устраиваем махач. Чья фаршированная лучше? Котлета по-липовански. А котлету по-липовански, помнишь? Этого царя Филиппа удивляли липование. Не помню. Да его приезжие по Дунаю А спустили что внутри откуда-то. Яйцо перепелиное. Точно. Помнишь? Помню, да. Из судака. А, знатная такая Может, уже вкуснятина. готова, Сереженька? Да закрой ты эту же книжку. Ну, кормить ты меня уже будешь в конце Катенька, концов. иди сюда. Вопросы не ко мне, а О, к этому 7 минут. К этому умному механизму. До покажи конца, внимательно, покажи внимательно, Чего чтобы ты было орешь? залипательно. Да ору, потому что у меня эмоции, 6 уже елки-палки. осталось. Ты начинаешь такое говорить, что мне аж неудобно. Посмотри, 20 минут прошло,
6 осталось. Она сама думает и знает, когда будет рыба готова. Поэтому не ко мне вопрос. Да, Да ты просто шо? уже мне надоел Смотри, с этой книжкой. вот Нудишь и нудишь, нудишь и нудишь. Артем зовут. Лиля. Замечательные люди. Вот все те любимые мои люди друзьяки. замечательные, да. Послушай меня, да послушай меня. Я даже как это, не к тебе, а вот через фильмоскоп к всем мужикам обращаюсь. Может, там оператор у вас там тоже такая, как у меня. Нудная, хочется каникулы от нее устроить. Так что, Лиля, Артем. Но без меня он не ездит, обратите внимание. Угу. Лиля, А потому что ты Артём. мне ключи от машины не даешь. Ну-ну, А я на маршрутке уеду, здесь недалеко. чешите, барин, чешите. Серьезно? Отпустила? Да легко. Вольную дала? Да готовишь сама эту свою рыбу, книгу взял, валим на. Вернулся? Вернулся таки я в Одессу, иду таки подобно бесу, и пяточки, а камушки чешу. Подметочки таки сопрели, иду я таки еле-еле. А дальше слово я забыл, ну я вспомню. Пара-пара-пара-пара. Ну шо ты? 4 минуты. Да поедем, не переживай, сейчас весна уже, поедем. Книгу, блин, это ну просто оторвал, Саня, спасибо огромное. У нас на типографии вот продавалось их ограниченный тираж, сколько их всего было. Катя, ты вот сейчас вот наберись терпения и просто помолчи. Где тут тираж, видно вообще? БДСМ какой-то или что это не то? ББК? Сереженька, это в конце. Вот тут? Тираж всего 3000 экземпляров. 3000, Катя. Счастливчиков. Всего 3000 счастливчиков. Пишите, у да. кого есть такая книга. Ну, как это, у нашего подписника есть одна, я одну подарил. Было у меня 2. С автографом в Харьков уехала, да. А остальные там 2998 где-то по миру раскидала. Сколько? 2998. Хорошо. Хорошо. У меня образ такой, ты поняла? Какой? Да, а так-то я очень эрудированный. Поняла, еще когда И считаю познакомились. неплохо. Тихо, не буди ребенка. Маленький мой. Зайчик любит. Спит красавчик, маленький ты мой, вот так вот спрячься от нее, чтобы не видеть ее. Вот чудо лопоухое. И по барахолке сегодня с нами погулял, и в агромаркет заехал, и в ресторане побывал. И даже в метро был. Спит. Готово. О, замурлыкал. Как переводится? Вот так, как написано, Сереженька. Ты если будешь так разговаривать под этим вискарем со мной, так я эту рыбу с другой Катей покушаю. Ты не переживай, у меня, у меня много, Кать, подписчиц. Так что, я говорю, как переводится? Ремув, достань оттуда его. А, вот так вот? Угу. Все, выключаем. Обалдеть. Сколько времени прошло? 27 минут. Прикол. Ребята, чбунь. Как в бане, да? Аж захотелось. Там Вилково, кстати, тоже есть. Банька липованская, курная. И сразу в ярик, в Дуной. Брысь. Или как, хлобысь. Угу. Главное не пить в это время. А там так нельзя. Вот поэтому Там мы туда вино. и не едем. Как думаешь, сочная? Думаю, что даже очень. Мы всегда, когда готовим с этим вот агрегатом. Кать, этот агрегат зовут Сергей Александрович. Да, конечно. Поняла? Именно так. Ты посмотри. Ты выключил? Про кого? Гриль. Да. Про агрегат она запела. Ты
Ты будешь кушать как, ручками? Нет, я пойду за стол и буду есть как человек. Ты хочешь? Попробуй вот сейчас. А мне подай, будь любезен. Митр. Слышишь, ну удивительная шпага. О, Все. говорит, достали. Ready. Что это, всовывай обратно? Нет, приятного аппетита, готов. Спасибо. А может, мы не доготовили? Нет, все хорошо. Смотри, динамика приготовления. Ты в этом что-то понимаешь? 8 минут, 16 минут, 24 минуты, 32 минуты. Не, 40 я хотел минут. сказать, если бы ты понимала, ты бы скупила бы все акции. Но это другое. Да, это не про меня. Катюшечка, а такое ощущение, что мы ее только туда всунули. А ты уверен, что она готова? Вот если бы не было Митера, может быть, я был бы и не уверен. А с Митером я уверен на все, сколько там, 100, 200, 300%. Я вот теперь думаю, как мне это все красивенько приподнять, дабы передать всю эту... Блин, она просто... Ну, Почему она по-нормальному. здесь такая розовенькая? Рыба такая, форелевая, не все красные. О. Это одна сплошная нежность. Кать. Да любой ресторан, который разбирается в рыбе, мне сейчас аплодирует стоя. Ребята, сядьте, не надо, успокойтесь, елки-палки. Ты что? Что ты? Носиком своим хухукаешь. Веточку эту можно помыть, И опять использовать, да? вернуть. Ты думаешь? Да шучу я, елки-палки, отработала она свое. Ну, возьми вилочку, вот так вот аккуратненько, так вот филигранно, как Марат говорит, подыми вот это вот мяско. Но не вилочищу. Ну зато и надо бежать. Посмотри. Посмотри. Еще никогда в жизни. У тебя Ни не в каком получалось не мире. сжечь. Скажи мне, а ты не устаешь вот это вот троллить меня постоянно? Это от большой любви, Сергей. Да я даже не знаю, как это назвать. Это знаешь, как дрессировка называется. Ну, это, наверное, больше на это похоже. Но я тебе хочу сказать, что липование не те люди, которых можно дрессировать. Ты быстренько выхватишь по сраке, короче, и даже не поймешь, куда я сдрыснул. Как это я с тобой такое столько времени... Как А это, ты меня до этого не пыталась жопа к жопе дрессировать. живу? Я думал, что мы любим друг друга, елки. Правильно, я Что у нас тебе с тобой есть сказала. чувства. Я ж тебе сказала, А это ты от- все время это вот от это вот... большой любви. Не то слово любовью назвали. Ты правильно сказала дрессировка, но это не про меня, потому что пробуй меня рыбку. это расстраивает. Любимый. Смачного тобі. Знаешь, как это у Липова называется? Не знаю. Повечерить. Повечерій. На, эта вилочка не для моего рта рождена. Ты что-то вилочи, елки-палки. Вкусно. Вот так вот сухо. Вот такая сочная рыба. Из нее брызжет счастье. И ты вот так вот сухо сказала вкусно. Ты даже не дал мне попробовать. Я стою и жую. Я стою на перекрестке двух веков, на задворках спетой юности моей раскидала, разметала пацанов. А вот и нет в моей колоде. А потому что не надо было слово мне музыкальное говорить. Ну, и что? Очень, очень замечательная рыбка, приготовленная твоими липованскими ручками. Хвалить мне не надо, просто скажи, вкусно, или Вкусно, нет. очень вкусно, Сережа. Ты не умеешь говорить Не, ну так как вкусно? ты говоришь, что я точно не умею Ну ладно, давай я попробую. тарабанить без перемолку, умолку. Вот ты, Катенька. Смотри. Вот так вот, видишь, счастье. В моих руках даже рыба капает. А почему? Да потому что что ты брызжет из нее вот это вот дождь золотой, понимаешь? Ты болван. Это тоже Тоже от от любви. большой любви. Ребята, что случилось с тобой? Слушай, это что, так виски на тебя действует? Да, вон, видишь, сегодня Ребята, когда пить ваше не здоровье. могу. Ну-ну, Сереженька, вкусно тебе? Заглох. Помолчи, пожалуйста.
Ну, ты разговаривай, я пойду Катюня. котов поснимаю. Катюня, Да, Сереж, да. я не знаю, что чувствовала ты, но это просто какой-то шедевр. Сказать, что вкусно, это ничего не сказать. Ага. Даже при всем моем вот этом вот, не знаю, дипломированном, эрудированном внутреннем состоянии, да, которое прячется под обликом хулигана, да, такого там, Распей. снова человека, да. Ага. Это просто шедевр. Это на самом деле шедевр. Это какой-то, я даже не знаю, ну, нереально вкусная рыба. Сок, лимон. Так и сделал своё Пардоньте, дело. да, беру свои слова обратно. Да. К белой рыбе не идет, красный аж бегом сюда заходит. Ребята, великолепный ужин. Спасибо вам, что смотрели нас. Некоторые терпели. Лимончик таки да. Таки шедевр. Катенька. Ладно. Пошли за стол. Пошли. Свечи же зажжем. Наконец-то. Да? Пиво попьем. Да ладно, не буду портить я этот прекрасный кулинарный шедевр. Сереж, может, мы пойдем уже покушаем? Катюш, давай сюда вынесем свечи, давай сюда вынесем вилочки, приборы, елки-палки. Но конь педаль не есть, сядешь здесь уже. Тихо, не... Да ты сейчас не то, что нашего, ты сейчас и по всей области детей побудешь. Уже все-таки время, успокойся. А интересно, откуда пошло это выражение? Конь педальный. Ты что, не видела на барахолке? Старые детские игрушки. Кони, а впереди у них педали. Буль. Это тоже педальный брык. Успокойся. Короче, друзья, от всей души с хорошим настроением для вас, как обычно, приготовил кулинарный рыбный шедевр, одесский липован. А за рыбу я еще буду топить. Я не знаю, сколько у нас уже на канале видео за рыбу. Очень много. Но вас ждет еще больше. Так что всем хорошего настроения, приятного аппетита. Готовьте своим операторам, какие бы они у вас ни были. Да-да-да. И не забывайте про Вилково. На самом деле рекомендую. Это то место, которое надо посетить. Наша украинская Венеция. Самая настоящая. Самая... Эх, ты знаешь, как говорят, что липован без лодки, как казак без коня. А я вот думаю, я же липован, а лодки нет. Но конь есть. Я тебе корыто куплю. Ну, конь есть. Что-то пошло не то. Короче, всем доброй ночи. Люблю, целую. Чао.